Сегодня я приглашаю вас отправиться вместе со мной в путешествие по одной из самых мрачных и малоизвестных глав в истории Омана – рабству. Несмотря на свою богатую культуру и традиции, Оман был одним из центров работорговли, что наложило свой отпечаток на развитие этой страны. В этом видео я расскажу вам, как рабовладение влияло на общество и экономику Омана, о долгом пути к отмене рабства и о том, как это темное прошлое продолжает оказывать влияние на современное общество. Досмотрите это видео до конца, чтобы понять, как исторические события формируют сегодняшний Оман. В этом видео я расскажу вам о том, что делает Оман таким особенным. Мы погрузимся в захватывающие факты, о которых вы, возможно, никогда не слышали. Исследуем знаменитые достопримечательности и откроем удивительные аспекты повседневной жизни в этой стране. Вы узнаете, почему в Омане почти не бывает преступности, какие места обязательно стоит посетить и как здесь, в буквальном смысле слова, можно найти зеленый оазис среди пустыни. Оман – это государство, расположенное на юго-востоке Аравийского полуострова, граничащее с Объединенными Арабскими Эмиратами на северо-западе, Саудовской Аравией на западе и Йеменом на юго-западе. Его площадь составляет около 309 тысяч квадратных километров, а население на 2024 год насчитывает около 7 миллионов человек. Столицей Омана является Маскат, город, который сочетает в себе древние традиции и современность. Климат страны варьируется от жаркого и сухого в пустынных регионах до более умеренного на побережье. Шокирующие факты, о которых мы поговорим далее, включают в себя удивительное отсутствие преступности и терроризма в Омане, невероятные достижения страны в области сохранения культурного наследия, а также величественные природные достопримечательности, такие как пустыня Руб-эль-Хали, одно из самых загадочных мест на планете. Географическое положение и климат Омана разнообразны и удивительны. В стране преобладают горные цепи, пустыни и прибрежные равнины. Большая часть населения живет вдоль побережья, где климат более мягкий, а температура воздуха круглый год колеблется в пределах 20-25 градусов Цельсия. Внутренние районы страны, такие как регион Дафар, могут похвастаться сезонными дождями, которые превращают пустыню в цветущий оазис. Оман – монархия, возглавляемая султаном Хисамом бин Тариком аль-Саидом, который пришел к власти в 2020 году. Государство известно своей стабильностью и отсутствием серьезных политических и социальных конфликтов. В стране действует шариатское право, а религия ислама занимает центральное место в жизни оманцев. Оман имеет древнюю историю, уходящую корнями в тысячелетия. Эта земля была обитаема более 100 тысяч лет, и здесь сохранились следы древних цивилизаций, таких как шумеры и персы. Важнейшими этапами в истории Омана стали период португальской оккупации в XVI веке, когда Маскат стал важным портом, и последующая независимость от европейских колонизаторов в XVII веке. Сегодняшний Оман – это одна из немногих стран на Ближнем Востоке, которая сумела сохранить свою независимость на протяжении веков. Здесь находятся 4 объекта, внесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО, включая древние форты и систему ирригации Фалаш, которая позволяет орошать поля в пустынных условиях. Шокирующие исторические факты включают удивительные архитектурные достижения, такие как Великая мечеть султана Кабуса в Маскате. Это одна из самых больших и красивых мечетей в мире, украшенная гигантским люстром из Сваровски и ковром ручной работы более 4000 квадратных метров. Культура и традиции Омана – это уникальное сочетание древних обычаев и современных тенденций. Здесь до сих пор соблюдаются традиции гостеприимства, а кулинария Омана поражает своим разнообразием. Например, одно из самых популярных блюд – шува – готовится в течение 2 дней и представляет собой мясо, медленно запекаемое в специальной печи в земле. Национальные праздники, такие как День независимости и Исламский Новый год, отмечаются с большим размахом, сопровождаясь яркими шествиями и фестивалями. Для россиян, планирующих посетить Оман, виза обязательна. Стоимость визы варьируется в зависимости от срока пребывания. Лучшее время для посещения страны с ноября по март, когда температура воздуха наиболее комфортна для путешествий. Оман – безопасная страна, но туристам рекомендуется соблюдать основные меры предосторожности и избегать посещения отдаленных пустынных районов без сопровождения гида.
Шокирующие культурные факты включают строгие правила, касающиеся потребления алкоголя. Для покупки спиртных напитков в Омане требуется специальная лицензия, и местные жители могут тратить на алкоголь не более 10% своего месячного дохода. Оманцы ведут спокойный и размеренный образ жизни. Это одна из немногих стран в мире, где почти отсутствует преступность. Люди здесь ценят традиции, и семейные узы играют важную роль в повседневной жизни. В повседневной кухне оманцев преобладают рыба, финики и различные блюда на основе риса и мяса. Национальный напиток – кофе с кардамоном, который подается с финиками. Оман известен своими традиционными рынками, суками, где можно найти уникальные товары, такие как серебряные украшения, пряности и керамика. Рабовладение в Омане – это сложная и многослойная тема, уходящая корнями в глубокую древность и оставляющая следы в истории страны до середины 20 века. Оман, как и многие другие регионы Ближнего Востока, был тесно связан с работорговлей на протяжении столетий. И этот институт оказал значительное влияние на социальную, экономическую и культурную жизнь страны. Рабство в Омане имеет древние корни, уходящие во времена доисламского периода. На протяжении веков Оман был важным центром торговли в Индийском океане, и через его порты проходили не только товары, но и рабы. Рабов привозили из различных регионов, включая Африку, Южную Азию и даже из внутренних районов Аравийского полуострова. Особое значение имела Восточная Африка и особенно регион вокруг Занзибара, который на протяжении долгого времени был важной частью Оманского султаната. С самого начала история рабства в Омане была тесно связана с торговлей через Индийский океан. Оманские купцы играли ключевую роль в организации и управлении рабовладельческими маршрутами, и оманские суда были известны своими рейсами в Занзибар, Пембу и другие части Восточной Африки, откуда рабы отправлялись на рынки Ближнего Востока и Южной Азии. Оман достиг пика своего могущества в XIX веке, когда султанат управлял обширными территориями на восточном побережье Африки. В это время работорговля приобрела новые масштабы. Занзибар стал главным центром торговли рабами в регионе, и огромное количество африканцев было захвачено и продано на рынках Омана и других стран Персидского залива. Рабов использовали в различных сферах, включая сельское хозяйство, строительство, домашнее хозяйство и даже в качестве солдат. Рабство было неотъемлемой частью экономической системы Оманского султаната. Рабы использовались на плантациях гвоздики, которые стали важным источником дохода для государства. Они также работали в домах богатых оманцев, выполняя обязанности прислуги, поваров и других домашних работников. В некоторых случаях рабы могли занимать более престижные позиции, например, управлять имуществом своих владельцев или даже становиться их доверенными лицами. Однако, несмотря на эти исключения, жизнь большинства рабов была крайне тяжелой. Их содержали в суровых условиях, и многие из них погибали от болезней, недоедания или изнурительного труда. Те, кто пытался бежать, сталкивались с жестокими наказаниями, и беглые рабы редко находили убежище в Омане, так как местное население активно поддерживало рабовладельческую систему. В XIX веке давление международного сообщества, особенно Великобритания, на Оман стало усиливаться. Британцы активно боролись с рабством и работорговлей, а их влияние на регион постепенно росло. В 1822 году был подписан первый договор между Оманом и Великобританией, в котором султан Омана обязался ограничить работорговлю. Однако на практике этот договор не оказал значительного влияния, и рабовладельческая система продолжала функционировать практически без изменений. Лишь в 1873 году султан Саид бин Султан был вынужден подписать более жестокий договор с Великобританией, запрещающий работорговлю в Занзибаре. Этот шаг стал важным этапом в истории рабства, но даже после этого рабы продолжали оставаться важной частью оманского общества. Рабство было глубоко укоренено в социальной и экономической системе, и его отмена была крайне медленным и сложным процессом.
до середины 20 века рабы оставались частью оманского общества. Внутренние районы страны были изолированы и мало подвержены внешнему влиянию, поэтому рабство сохранялось там дольше, чем в прибрежных районах. Рабы продолжали работать на фермах, в домах и в качестве пастухов. В Омане существовала особая система, при которой рабы могли быть освобождены, но часто это происходило по усмотрению их владельцев, и освобожденные рабы оставались в зависимости от своих бывших хозяев. Рабство в Омане было официально отменено лишь в 1970 году, когда к власти пришел султан Кабус бин Саид. Этот шаг стал частью более широкой программы реформ, направленных на модернизацию страны и улучшение условий жизни населения. Султан Кабус понимал, что рабство является препятствием на пути к развитию и международной интеграции Омана, и поэтому его ликвидация стала важным элементом его политики. Отмена рабства сопровождалась рядом мер, направленных на интеграцию бывших рабов в общество. Правительство предоставило им гражданские права и возможность получить образование и работу наравне с другими гражданами. Однако этот процесс был далеко не простым, и многие бывшие рабы сталкивались с трудностями в поиске работы и интеграции в общество. В некоторых случаях они продолжали работать на тех же самых местах, где они были рабами, но уже на новых условиях. Наследие рабства продолжает оказывать влияние на Оман и в наше время. Несмотря на то, что рабство было официально отменено более полувека назад, социальные и экономические последствия этого института все еще ощущаются в оманском обществе. Потомки рабов, известные как Мабрук, иногда сталкиваются с дискриминацией и предвзятым отношением, особенно в более консервативных и традиционных частях страны. Современное оманское общество стремится к преодолению этих исторических барьеров. Правительство активно поддерживает программы по продвижению равенства и борьбе с дискриминацией. В последние годы наблюдается рост осведомленности о наследии рабства и его влиянии на общество. Все больше оманцев признают необходимость изучения и осмысления этой части своей истории для того, чтобы построить более справедливое и равноправное общество. Хотя рабство в его традиционном виде было отменено, в Омане, как и во многих других странах, продолжают существовать современные формы эксплуатации труда. В последние десятилетия Оман стал привлекать большое количество рабочих мигрантов, особенно из Южной Азии. Эти рабочие часто оказываются в уязвимом положении и могут подвергаться эксплуатации, напоминающей рабство. Они работают в тяжелых условиях, получают низкую заработную плату и сталкиваются с ограничениями своих прав. Правительство Омана осознает эту проблему и предпринимает шаги для улучшения положения рабочих мигрантов. Вводятся новые законы и правила, направленные на защиту их прав, а также на борьбу с торговлей людьми и другими формами эксплуатации. Однако борьба с этими явлениями требует времени и усилий, и Оман продолжает работать над совершенствованием своей правовой и социальной системы. История рабства в Омане является сложной и многогранной темой, которая оказывает влияние на современное общество и политику страны. Рабство оставило глубокий след в истории Омана, и его наследие до сих пор ощущается в различных аспектах жизни. Однако современные реформы и усилия по созданию более справедливого общества показывают, что Оман стремится преодолеть это темное наследие и двигаться вперед к будущему, основанному на равенстве и уважении прав каждого человека. А рабство в Омане – это не только часть его истории, но и важный урок, который должен быть изучен и осмыслен для того, чтобы избежать повторения ошибок прошлого. Важно помнить о тех, кто пострадал от этой системы, и делать все возможное для того, чтобы в будущем никакие формы рабства или эксплуатации не существовали ни в Омане, ни в любой другой части мира. Природа и экология Омана поражают своим разнообразием. Пустыня Руб-эль-Хали, известная как пустой квартал,
занимает большую часть территории страны и является одной из крупнейших песчаных пустынь в мире. Здесь можно увидеть уникальные виды флоры и фауны, такие как арабский леопард и арабская антилопа. Несмотря на свою стабильность, Оман сталкивается с рядом социальных и политических вызовов. Одним из таких вызовов является необходимость диверсификации экономики в условиях нестабильных цен на нефть. Также страна активно борется с последствиями изменения климата, которые особенно остро ощущаются в пустынных регионах. Достижения и перспективы Омана включают развитие инфраструктуры, научные и технологические достижения, такие как строительство крупнейших в мире солнечных и ветряных электростанций, которые помогут снизить зависимость страны от ископаемых видов топлива. Сегодняшний Оман – это страна, уверенно шагающая в будущее, сохраняя при этом уважение к своим древним традициям. Развитие туризма, экологических инициатив и диверсификация экономики позволяют Оману укрепить свои позиции на мировой арене. Истории успеха, такие как преобразование Маската в современный мегаполис и создание уникальных природных заповедников, вдохновляют и демонстрируют, как страна может преодолевать вызовы и двигаться вперед. Оман – это уникальная страна, сочетающая в себе древние традиции и современные достижения. Это место, где каждый найдет что-то для себя, от захватывающих приключений в пустыне до спокойных прогулок по древним крепостям. Если вам понравилось это видео, не забудьте подписаться на наш канал и оставить комментарий. Мы всегда рады вашему мнению и предложениям. Также приглашаем вас присоединиться к нашему каналу в Телеграме. Ссылка в описании под видео. Там вы найдете много полезной информации для путешественников, сможете задать вопросы и получить советы от опытных туристов. Спасибо за ваше внимание и до новых встреч!